Нормально, нормально, ребят, напампились перед выпуском. Все хорошо. Я тебя напою. И что это было? Бля, Антон как этот хомячок, знаете. Приветствую всех. Данный выпуск будет посвящен последним соревнованиям по статико-силовой атлетике в России, онлайн-турнир, достижениям азиатов как в стритлифтинге, так и в воркауте, а также нашем мнении о некоторых других темах. Итак, сегодня у нас я, Андрей, Антон Лукин, Андрей Александров и Дмитрий Клипик. Приветствую всех. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Итак, первая тема у нас – это статико-силовая атлетика, соревнования, которые вот буквально закончились вчера. 3 человека из нас принимали участие. Кто же это был? Расскажите, кто в чем принимал. Итак, Антон. Ну, как обычно, я просто перезалил все свои заявки, все эти свои попытки на передний вис, все номинации все 5. Это передний вис, обычный, прижатый, подтягивание, передний вис, широкий, прижатый и диван. Вот. Ну, перезаписал только диван, но перезаписал, ракурс неподходящий. Тёмка снял немножко не так. Не знаю. И все. Но результат получится. 12 секунд. А прошлый был 10. Андрей, ты в чем принимал участие? Какие у тебя номинации? Все те же? Передний вид, диван и подтягивание на одной руке. Так, ну и что, как вы думаете, кто победил в переднем висе? Антон. Антон Абасов. Антон Абасов. А прикинь, Антон Абасов участвовал? Да, участвовал. Сколько он продержал вес? Прижатый, что-то вроде 15-17 секунд, не помню. Дима, слушай, я вот последний раз общался с Андреем, и если ты смотрел этот ролик, Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Дима, а мы тебя упоминали. Я еще не успел, у меня учеба плотно 3-й курс медицинского, у меня простительно. Мы там рассказывали про твои подтягивания на одной. Да, но про рывок. Про рывок, да, про то, как ты сделал рывок в подтягиваниях и спрогрессировал в них резко. Не, ну немного не так. Ну, немного не так, но да. Немного не так. Какие подтягивания? Раздел азиаты. Андрей сказал, что вообще... Ты про себя ничего не сказал. А, Про себя ничего не сказал. точно, я же участвовал. Я проснулся в последний день, и я такой, я буду участвовать. Ну вот настроение было. Кисти травмированы, форма уставшая. Но это все фигня, потому что я в любом состоянии могу дать планш. Держать. А вот выжить – это уже проблема. Вот. Но поскольку в прошлый раз в этой категории никого не было, я решил, а чё, попробую? И попробовал. И раньше от меня был хейт в сторону Игната Волкова. И что вы думаете? Я свои слова назад не собираюсь забирать. Все, что я говорил, была правда, но дедпланш в этот раз, то, что он выставил, он сделал действительно качественно. Вот, это прям другой уровень по сравнению с предыдущими его попытками. И что ж, ну вот теперь 2 человека на всю Россию могут нормальный дедпланш. Поздравляю Россию с этим достижением. Игнат, дай 5. Если посмотрит, он будет думать, что может не засчитывать твою попытку. Что за отношение к соревнованию? А что за отношения? Я на полном серьезе соблюл, я даже прочел все правила. Я их соблюл. Да? Да, я же представился, я поставил таймер, хотя на секундочку, в дедпланше таймер, да? Да. Нужно рассказать про историю, как Антон участвовал в прошлых соревнованиях. Антон замечательно участвовал в прошлых соревнованиях, у нас по этому поводу уже есть ролик, как он всех победил в этот раз. Пришлось заснять. Мы просто знали, что есть некоторые паттерны в этом спорте, в этих соревнованиях, и ну зачем отсрачивать неизбежное. Зато мы успели его заснять перед тем, как Антон уехал.
Вот, так что вы можете воочию посмотреть эмоции Антона, когда он знал, что победит через 1,5 месяца. Ну, ну там история максимально простая. Мне просто не засчитали, потому что я не поприветствовался, не назвал себя, кто я такой, сколько занимаюсь, сколько мне лет, какого я города. Я просто написал это, типа, под видосом. А оказывается, нужно было произнести видео, и из-за этого мы засчитали все мои видеоролики. Я выиграл перед ними. Перейдем к разделу «Азиаты». Андрей общался с одним уникальным азиатским атлетом, вот тет-а-тет, и он сказал, что может рассказать некоторую удивительную информацию как для меня, так и для вас, потому что у нас это не то чтобы прям очень освещалось и было популярно, но с точки зрения мировых достижений это ого-го, новая планка. Расскажи, пожалуйста, Андрей, об этом. Ну, с точки зрения мировых достижений, это вообще было на несколько ступеней выше, чем все вообще настоящее. Я сейчас говорю про азиата китайца Лю. Он буквально, недавно появился именно в Инстаграме, до этого какие-то видосики с китайских соцсетей к нам проникали, типа в СНГ. Но мы так критично к ним относились, потому что там выход плюс 55 килограмм, при весе 72 достаточно легко заходил и так далее. Вот. И сейчас он, допустим, у нас есть группа Дрыщидов, и нам скидывает, по-моему, Андрей Пакин. Типа брусья 192 килограмма, мы такие, типа, что там, Матвей Затырковник вообще нет, я не верю и так далее. Но до сих пор, хрен пойми, правда или нет, у меня мнение меняется то в ту сторону, то в другую. Сейчас все же, наверное, я считаю, что была какая-то махинация совершена. По ряду причин, которые чуть позже расскажу. Но этот рекорд занесен в книгу рекордов Гиннесса, есть на сайте, типа там все снималось и так далее по всем правилам. Тоже типа странно, каким образом это произошло. Турничок 145 килограмм прямым хватом, заводом, там, без дергания ногами и так далее. Это, конечно, там не в книгу рекордов Гиннесса, но это так подписано, что тоже мозг выносяще. Такой результат мы видели только у Смаева и не в такой технике, как бы. Польца, отжимания 170 килограмм, как вам такое? Отжимания на котик, на брусьях, да. Он весит 68-70. Да, это просто невозможно. Суть в чем? Изначально по показателям, вот я с ним списался и так далее. Давайте не по показателям, а чисто по вопросикам очень быстро. Так, сколько ему лет, там рост возраст 29 лет, вес между 68 и 72, рост 176. Так. Работает он в военной полиции Китая, кстати. То есть, такой, нифига себе чел. Занимается с 2009 года, то есть уже 16 лет. Стаж занятий беседки, на самом деле, большой. Так, вдохновил его конкретного человека не было. Тут он упоминает как раз Ганнибала. Всех вдохновлял когда-то Ганнибал. Только меня не вдохновлял. Так. Сейчас его никто не вдохновляет. Он не стремится за титулом сильнейший, а просто, хочет быть сильнее, чем он в прошлом. Вот так вот. Теперь по рекордам чисто 192 килограмма я уже сказал, 145 по технике сказал, жим лежа. Причем жим лежа у него, по-моему, даже на официальных соревнованиях за 200. То есть в это, не поверить там нельзя. Реально у него хорошая жимовая генетика. На тренировке я видел видос, 135 килограммов делал. Причем без какого-то прям супер лютого моста и так далее. Что? Да, 235. Да, оговорочка. 235. Потому что разница очень большая. 235. По подтягиваниям 100 килограмм. Он мне сказал, на 10 повторений он делает. Подтягивается. Плюс 100 килограмм на 10 повторений. Просто это представьте, при весе 70 килограмм. И это вообще уже дичь. Однажды он сделал 40 раз. Знаете, каким весом? Вот предположите. Подтягивание? Да. Давай, 115. Килограмм на 40. Сколько? 60 на 40. Нет, 50. 50?
Но все равно, это какой-то Это трэш. да. Конечно, тут сделал мне оговорочку, что типа были к концу они стали неаккуратны. Дальше, но у него есть рекорд Гиннесса также официальный, такой же, как вот у Руслана Потакова, например. Подтягивание 100 фунтов – это 45 килограмм на 30 повторений за минуту. И вот теперь тоже вот вопрос, как он делает эти официальные рекорды, если это неправда. Так. Грузия 140 на 10. Матвей Верховников плачет. Где-то там. Вау. Так, потягивай на одной руке 15 раз. Слава богу, Блэд, не боишься меня. Как это хорошо. Хотя как будто бы, да, странновато, что чел может подтягиваться соткой 10 раз и на одной всего 15. Сотка превышает его собственный вес Он значительно. такой, он потом написал, но через какое-то время это стало мне казаться бессмысленным, и он решил одноповторный тяг на одной руке, и вот что-то он написал 45 килограмм, короче. Это что, больше, чем Альбертони? Ничего себе. Но видосов я не видел, по крайней мере. Человек потянулся плюс 45 на одной руке, правильно? Да. И плюс у него есть очень много... Ну, в общем, ему сейчас, естественно, очень много людей не верят, там, хейтят, что-то фигня, типа, потому что, говорю, на пару ступеней выше было по развитию статистики, чем все остальные люди, причем в такой маленькой весовой категории, и он приводит своих друзей, у которых, ну, примерно такие же показатели. То есть он тренит с какими-то там чувачками, у которых, допустим, вот есть 110 подтягиваний нон-стопом, в технике не широкая, типа обычный. 110 нон-стопом? Нон-стопом. Да. 110? Да. 110 нон-стопом. Потом 38 подтягиваний на одной руке за 1 минуту. Это, кстати, есть видос. Стой, что? Еще раз повтори, что? Сколько я сказал? 110? 38, извиняйте, я уже вот так вот. 38 подтягиваний на одной руке за 1 минуту. За минуту. Это нереально. Но этот видос был выставлен в инстаграмчик. Там реально чел делал 38 подтягиваний на одной руке за 1 минуту. Но единственное, что там не дотяги, с рывками, как мы с тобой говорили, и еще хуже техника. Подожди, вот ты еще и спрыгивает. Ты сказал, что многие хейтят и кто-то не верит. Вот давай так, смотри. Я не верю. Дима, ты веришь? Я хейчу. Вот ты не веришь. Антон, ты веришь? Я думаю, что есть какой-то подвох. Почему-то. Андрей, ты веришь? Сначала я поверил, ну, потому что как бы рекорды Гиннесса и так далее. Так, а сейчас? Как без этого? Дальше я простудировал немножечко там его соцсети и посмотрел. Вот, допустим, ну там полгодика назад он подтягивался 110 на 2 пресса. Причем это было очень тяжело, ножки дрыгались и так далее. И потом резко, вот сейчас видос 145. Но даже фарма так не помогает. Ну, это очень странно. Итак, визуальная его форма не поменялась. То есть, скорее всего, была какая-то махинация именно с весами, с длинами или еще что-то в этом роде. То есть вот я недавно, на 1 апреля, выставлял шуточный видос, где я там 113 килограмм на 3 раза подтягиваюсь. Чтобы вы понимали, он начал разлетаться там в других, там, в соцсетях, мне начали писать, молодец, там, мировой рекорд. Мне поверили люди. Хотя я тоже просто там вес поменял за камерой. Я поверил. Одним дублем заснял и так далее, и так далее. Типа. Мне реально люди поверили. Почему он не может сделать так же? Ну да, типа, там рекорд Гиннесса, может, их тоже можно обмануть, хрен его знает. Поэтому я думаю, вот его реальные показатели — это турник 110, и брусья я видел у него что-то там 150, около того. Это, конечно, тоже офигенские показатели в весовой категории до 70 килограмм, но это уже не кажется нереально. То есть, если я повешу, я могу представить, как я 110 на турнике тяну, в принципе. Но как я тяну 145, это unreal просто. Итак. Вот я видел видос, где вот брусья, 150 килограмм, и там тоже была намного хуже техника, чем он делал 192. 192 он делал, как будто там 210 сидит. Дорогой зритель, сейчас ты выслушал обсуждение консилиума сильнейших атлетов этой вселенной.
мы сходимся во мнении, что этот азиат мухлюет. Согласен ли ты с этим или нет, пиши в комментариях. Я постараюсь найти хоть какие-то из этих роликов и вставить, чтобы показать тебе во время этого обсуждения. Я же могу их где-то найти, правильно, Андрей? Конечно, Да, конечно. да. Вот. И, значит, на твой суд, хотя мы уже все решили. Но напиши свое мнение обязательно. И по поводу Игната Волкова, прогрессирует ли действительно этот атлет или притворялся слабым. Вот. И по поводу азиатов, что они себе позволяют. А что они себе позволяют, Антон, в мете воркаута? Чем азиаты выделяются? Есть ли у них какие-то особые фишки? Помимо того, что они хлопают за спиной в фулл-планше, помимо того, что они держат на двух мизинцах, на одном мизинце вот это горизонты, что ты думаешь? Они хоть чем-то выделяются? Ну, конечно, выделяются. Самая главная их особенность в том, что они весят около 55 килограмм. Ну, как девочка в 5 классе. Да, ну, это как бы, это плюс, конечно, хорошая генетика и как бы менталитет азиатов такой, что они же очень трудолюбивые, целеустремленные ребята. Вот. Ну, а что я могу тебе сказать? Ну, Чен Янтон был, да, как бы все знают, что он очень сильный, но он же проиграл из этого. Вы же все знаете Чен Янгтона. Дима, вот Конечно. твое мнение экспертное по Чен Янгтону. Так это же так это же самый известный. Его даже, да, Ису звали, который, типа, Они отменили, потому что знали, что он приедет и всех вынесет, ровно как Антон это сделал на ССА в последний раз. нет, он же проиграл в Малайзии. И Антон такой, да нет. Нет, он проиграл же. Он как бы сильный, да, ну, ты же видел тоже выступление, но просто из-за того, что он тактически неправильно свое выступление построил, он проиграл. И он, допустим, был... Кто-нибудь из вас знает азиата, который делает горизонт, не азиата, горизонт только на указательных пальцах? Не азиаты? Нет, только азиаты, кстати говоря. Вот именно. Только Только знаете азиаты. азиата, которая сжимается в фулл-план, чтобы попкорн перед собой, за собой и опять перед собой. Не азиат. Не азиат. Ну, и, мне кажется, можно кого-то так вот напрячь. Я думаю, у Сольцев может попробовать, но у него будет Крым. У Антона можно напрячь. Про которого я говорил, он даже не коснулся ногами после вот этого трехкратного отжимания. Он не коснулся ногами пола. А он отжался прям вот как ты показал. Это который... Нет, ну, естественно. Вот так. Который вьетнамец, по-моему. Вот это. Это Сон Ханма, значит. Ну, кстати говоря, он весит около 75, когда там 76. Ну да, он же там еще там эти самолеты плюс 32 килограмма держит, вот это вот все, он же специально. Да, типа неофициальный мировой рекорд, типа фулл-планш плюс 40 кг на поле. Типа, да. Вот это все. Там он и стойки на руках, по-моему, отжимался плюс 70, что-то такое. Да, не, плюс 100. Ну там полшишки. Плюс 100 на полшишки. Не скажу. И плюс, и еще там на брусьях он вроде делал 170 там как бы резко. Как-то там. Он очень сильный, я не знаю, мне кажется, он реально какой-то химик. Потому что это он весит, получается, ну, меньше 80, слышите? А может быть, когда это пытается же правда делать? 170. 170 будет. 170. Итак, мы поняли, что азиаты доминируют в воркауте со всех направлений, что в динамике летают, что в стритлифтинге, что в силовых. Вопрос в том, ребята, белый человек хоть в чем-то доминирует над нашим азиатским другом? Хоть в чем-то? Мы лучше? Весомый аргумент приводит Дмитрий Клипик, не сказав ни единого слова. Вот Альберт, Антон Альберт. Да, у него достаточно неплохая формула. Ну, нет, у него охрененная форма, у него лучшая форма подтяг на одной руке, которую я видел когда-либо снятую на видео. Не по звукам где-то, а подтяг на видео. Да, вот он, кстати, доминатор в этом. Матвей Татырковников в любом случае у него 205 килограмм на брусьях больше никто не сделал пока что. Даже никто Китая. Это все равно в рейтинге Россия одна из сильнейших стран. И просто видишь, просто сами все китайцы и азиаты, они же меньше, они не смогут в абсолютке в такой, как Матвей, категории участвовать и доминировать. Просто не найдется какой-нибудь китаец на их 2 миллиарда.
Ну да, возможно. Нас сколько? Когда соревнования с Андреем в стритлифтинге в многоповторке? Когда? Или зассал? Стритлифтинг на повторке? Но вы же хотели на брусьях плюс 40 килограмм зарубиться? Нет, плюс 100. Ну плюс 100. Так какая вам разница? Вы же сильный человек. Как же мои Делаем, я думаю, договорились. через годик там. Не, ну можно, говорю, взять, там, допустим, 3 месяца потребности. Ну ты там первый об этом говорил. Я не думал, что через месяц. Ну через 3. Ну, посмотрим. Да видосы будут, я как бы... Вот сегодня будет видос, но надеюсь, ты вытащишь. Но... А сегодня Вот ставьте, вытащит ли сегодня Дима на брунте, то 7,5 на 2. 107,5 на 2. Это много, Диман. Ты вытащишь? это мало относительно моих прошлых результатов, но я постараюсь. Ну, давай, Дима, ты которые после там операции и так далее, еще такого не было. В общем, я слаб, но я стараюсь. Но я уже подумал уйти в армрестлинг. В армрестлинг? Мне ничего не ответит после этого. А участие, не участие. Что по поводу турниров? Твой брат ездит, а ты теперь вместе с братом? Или как это будет у вас происходить? Да, ну давай начнем по порядку. Давай начнем с карты. Короче говоря, карту у нас вот этот... Мы, получается, тренируемся в Джордане, это потоки центр, у нас там есть уголок под кварталом. Вот. И глава, так сказать, этого центра, он нас, так сказать, долго таким заявками, чтобы мы их засняли, и потом он, может, нас повезет туда. Мы пока еще ничего не снимали. Конкретно под Артема я нашел просто на YouTube видосик, делали эдит с ним. Как раз в нужном соотношении, он его просто скачает, закинет на карту. Вот. Я еще не делал, Виталий еще тоже не делал ничего. Ну, как бы, знаешь, вот мы раз 2 или 3 уже на карту пытались подаваться, даже проходили там пол 16, что-то там еще, но просто дальше этих заявок не доходило, мы только как бесит. И сейчас такие мысли возникают, что как бы, скорее всего, в этом году будет то же самое, дадим заявку, потом пройдем, а потом просто не поедем. Вот. Так что это вот так вот. Насчет восстановления, значит, вот у моего братишки, я не знаю, Андрей не знает, который Андрей Александр. Короче говоря, ну, он, кстати, больше известен, чем я, у меня там 11 тысяч подписчиков, он по планчику. Вот. И у него с января, так сказать, травма, он упал 720 на плечо. Ну, то плечо, которое у него вылетало, только раз в 3. И, короче говоря, вот с тех пор, он только месяца 1,5 или 2 назад начал только планчики пробовать. И то. Вот. Короче, до этого был у него уровень настолько высокий, что можно было там с Егорчиком посоревноваться по исламу. Вот такой вот. Ну, с Рамазаном Иванович, ну, короче, очень высокий. Ну, я бы сказал, топ-7 РФ, он был бы поплачен. Вот. И сейчас все вернулось до уровня пару отжиманий, подъем, вот такое. Вот. Так что просто, на самом деле, нужно подождать, восстановиться, возможно, к лету. Каких-то крупных соревнований не было. Вот хотели, вообще собирались в Индию поехать. Я бы тоже мог с ними поехать. В прошлом году в феврале катались, но организатор этих соревнований как раз сказал, что у них бюджета нет, они не будут устраивать, поэтому все отменилось. И, скорее всего, ближайшие соревнования будут только какие-то летом. В том числе Карпия, там еще Кыргызстан, какие-то соревнования тоже вызвали. И Горилла, как обычно, Туркестан. А ты, Антон, ты с братом? Я тоже, возможно, поеду. Но я пока не хочу, знаешь, мне не нравится на уровень, я не хочу ездить на соревнования. Я даже не хочу в этот раз летом в Москве на ССА оффлайн выступать. Да, в прошлый раз, правильно, тоже вышел в финал и такой, и уехал, короче, с финалов. Согласен, в этот раз вообще можно просто приехать, просто сказать, здравствуйте. Ну, чисто, чтобы над всеми не доминировать, да, меня галочкой пометьте, я пойду попью кофе с пиццей и вернусь в финалах уже, да? Не будем вот это вот все, чтобы без форс-мажоров. Да не, просто, ну, вот это СССР, это же на самом деле детский сад, типа, по сравнению с мировыми. Там, типа, ну, даже если, обязательно, да, даже если я не, типа, там не топчик, то, ну, короче, не знаю, я как-то смотрю чуть более дальше. Ну, любого там топ-3 челика ставишь, даже Абиго, я думаю, который выиграл там, он
типа на мировой арене он будет топ-5, 7, топ-10. Как Антон придумывает цифры, представляешь? Вот Когда смотришь вот эти вот мировые соревнования, там просто у людей уровень какой-то, я не знаю, но просто любого взять, там 10 отжиманий в горизонте, после этого выжимать делать, потом какой-нибудь, даже 15, мне кажется, все сделают. 15, подтягивать передний вид, Конечно, да. фиксануть вид, это тоже, это все вот по факту умеют уже сразу же. При Да. рождении. я не умею. Сейчас просто уровень настолько поднялся, даже не то, что в планке. В планке такое уже была такая тенденция, что он был на достаточно высоком уровне. Это еще у Рамазана было, и всех остальных. Вот ВИС, начиная с 2020 года, 2021-2022, резко планка выросла. Там 15 плюс, значит, уже типа средний уровень. Уже такой сад 5 секунд, который сейчас вот у нас на рекорд делает, типа делает любой челик, который приезжает на соревнования. Это типа база. Слушай, Антон, вот ты сейчас больше, естественно, и вообще в статике крутишься. Какие вообще сейчас рекорды по статике? Просто я раньше типа за этим всем следил, а сейчас не помню. Какой элемент? Допустим, отжимания в гарике именно хорошие с фиксацией последнего. Ноги бросить, я не знаю, ты сам ноги вместе. Ноги вместе. Смотри, как бы так вот не скажешь точно. Вот есть там, например, Рама, который делает такой спам. Он там делал 40 отжиманий и выжил столько. Это... Нет, Тох, тебе говорят хорошее отжимание в горизонте. Не в крокодильчике, брат. Про крокодильчика я бы спросил. Я вот не помню, чтобы кто-то делал просто чисто красивый 40. Есть какой-то китаец, да, я видел. Но я не помню его никнейм. Так что он просто сделал 40. Подтягивание на максимум сколько сейчас? На максимум, единственное, что есть там из большого количества, это вот они сука делают 35 и 30 с прижатием. Я видел низуку 30 и прижатку. Да, вот это было. Но как бы просто так, на количество сейчас вис никто не подтягивается просто так. Там типа обязательный критерий — это в конце жестким элементом. Сколько людей могут, допустим, сделать обратный стамоль нижним хватом на кольца? Ой, знаешь, это специфика такая. Я видел у Воркаут Тана, он делает хорошо, но при этом я еще видел у Элиаса Пейджа, это из США, такой высокий, 180 начале. Он тоже делал, но не в таком идеальном качестве, как у Воркаут Тана. Например, у Низуки я не видел. Он такой... Несколько человек пытаются этот элемент сделать. Это давно уже, наверное, года полтора, но мы это еще делали. Наверное, это я как раз после своей травмы я чуть-чуть дошел от всего этого. Вот. Я думаю, это еще сделает там. Вот все, кто умеет сап нижним хватом, я думаю, они все сделают и на кольцах там почти одинаково будет. Это просто трэш уровень вообще. Да, это очень сильно. Антон, а тебе не кажется, что есть такой момент, что ты боишься показывать свой средний уровень, но ведь именно конкуренция и наглядное превосходство кого-то над тобой будет мотивировать тебя прогрессировать. Отсиживаться дома без конкуренции не лучший вариант. Я каждый день захожу в Инстаграм и вижу, как подражать доминирую. Вживую это совсем другое, Тох. Совсем другое. Нет, просто знаешь, у меня такое как мировоззрение, взгляд на соревнования, что ты туда приходишь, нужно что-то хорошее показать. Ты можешь что-то хорошее показать. Чтобы тебе самому было как бы удовлетворительный результат. Вот я как бы не чувствую, я сейчас еду, мне как бы никак. Я знаю, что я не готов, я знаю, что мне что-то протянуть. А ты попробуй подготовиться к соревнованию. Я тренируюсь. Я сейчас тренируюсь плотно. Все равно, ё-моё, делай такие старевые и так далее. Зачем гнать сильно вот так вот? Согласен. Но я потом, когда закончится запись, у меня есть предположение. Не предположение, у меня потом расскажу. Да я все нарежу. Все нарежешь? Давай, рассказывай. Он как раз в этот момент, у него там был какой-то эксперимент. Антон, включи какой-нибудь. У кого есть музон на телефоне? Я тебе напомню. Андрей, ты можешь, да. Плохо, не зачем.
первый раз. Где там камера? Что, реально было очень плохо? Да ладно. Вот ты не удержал. Ну, это, ты не дошел, но, короче, это, ты сделал. Я знаю, что я не дошел, камон. Помнишь ты того паренька, который ты ставил, например, в шорцах? Вот так ты сделал. Но с этим весом это прилично, как по мне. Ну да. А как он больше не могу? Ну, что могу сказать? А непонятно это все. Центр тяжести очень сильно смещен. Помимо того, что нагрузка больше, центр тяжести по-другому работает. Ну, конечно. Ну, Нет что смысла делать? Нет. Я тебе говорю, нужно на пояс цеплять, типа брать специфический пояс и что-то в нем с ним делать. Да-да. Чтобы висело на центре тяжести. Может быть. Топовые стритлифтеры России, там, и тот же Артем Широков, и Матвей Затруховников, Пакет, все на химле сидят. Да, Пакин вообще не на химле, отвечал. Я считаю, что нет вообще. Он там в одной беседе вообще сидит, у него жизнь самая обычная. Не знаю. Да у него, типа, что, у него форма тоже обычная, результаты тоже, ну, там хорошие, но не прям выдающиеся. Там супер-супер. Не знаю. Никак не тоже по этому. Широков, кстати, Пока я могу представить то, что я такие же результаты могу сделать, пока во сне представляется, я такой на химию садиться не буду. Как только вот про китайца, я уже не могу представить, что я такой результат смогу сделать. 145 уровней. ну, конечно, для чего? Весла вообще другая. Да, шансов. До новых встреч, друзья! Спасибо всем, что были с нами, что посмотрели это видео. Смотрите другие ролики, пишите свое мнение по поводу сегодняшних насущных тем, пишите свои рекорды и цели, которые поставили, которых хотите достичь. Стоит ли продолжать Диме и Андрею пытаться в стритлифтинг на фоне азиатских рекордов? Стоит ли Антону участвовать в соревнованиях и видеть атлетов сильнее себя воочию? И смотрите остальные ролики, будьте сильными. Всем пока! Пока.